Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, недавно я готовил грудинку в луковой шелухе. И я не ожидал, но всем понравился вот этот момент. Если вдруг пропустили грудинку, посмотрите обязательно, вот на ссылочка. И будет также ссылка в описании. Всем понравилось, как я делал бутерброд. Например, вот что в комментариях пишет Юлдаш с канала Avaxis Kitchen. Грудинка класс, спасибо за рецепт. Хлебушек меня заинтересовал больше. Особенно понравилась аккуратная прямоугольная форма и хрусткость. А вот что написала Наташа с канала «Рецепты от мамули». Грудинка хороша, верю. Но вот вашим хлебушком я восхищена. Дайте ссылочку на рецептик. Друзья, специально для вас и для всех ценителей домашнего хлеба я сегодня показываю этот рецепт. Рецепт простой, но он такой вкусный, что 100% стоит его приготовить. Поехали! В чашу комбайна просеиваем муку. Добавляем дрожжи, соль. В ступке слегка разминаем зерна тмина. Не надо его перемалывать в порошок. Нам его нужно слегка размять. Вот так. Добавляем тмин в муку. При помощи ложки перемешиваем. Вливаем теплую воду. Вода где-то 36-40 градусов. И вымешиваем тесто. Я его вымешиваю на второй скорости. Сразу отвечаю на вопрос, который часто появляется в комментариях. Что делать, если нет кухонного комбайна? Можно ли вымесить руками? Можно, но не руками, а при помощи, например, узкой силиконовой лопатки, потому что тесто очень липкое и очень мягкое. Но вымешивать нужно до тех пор, пока тесто не станет тягучим. При помощи комбайна на это уходит всего 3-4 минуты. Тесто вот так тянется. Теперь смазываем скребок растительным маслом, собираем тесто со стенок чаши и подкатываем его как бы в такой импровизированный шар. Накрываем крышкой и оставляем в покое на кухонном столе. В зависимости от дрожжей тесто будет подниматься от часа до 2. Оно должно увеличиться как минимум в 2 раза. Сегодня у меня тесто поднималось 1,5 часа. Вот такое оно воздушное и очень-очень липкое. Теперь смазываем форму, в которой будем выпекать хлеб, растительным маслом. У меня форма, если мерить по низу, 26,5 на 11 сантиметров и глубиной 9 сантиметров. В подготовленную форму перекладываем тесто. Теперь смачиваем руку обыкновенной холодной водой и похлопываем тесто, распределяя его по всей форме. Накрываем его полотенцем и даем ему расстояться от 30 до 60 минут. Опять-таки все зависит от дрожжей. Верх должен выровняться и тесто подняться. Я вас очень прошу, не давайте тесту увеличиться в 2 раза, иначе хлеб у вас при выпечке просто опадет и получится обыкновенный квадрат. Он тоже, конечно, будет вкусный, но не будет великолепной горбушки. У меня прошло полчаса. Отправляем форму с тестом в духовку, разогретую до 200 градусов, нагрев вверх-вниз ровно на 50 минут. Я выпекаю на нижней полке, и корочка получается бледная. Но если вы хотите, чтобы у вас корочка была более запеченная и даже немножко подгоревшая, я такое иногда люблю. Ставьте хлеб выпекаться на среднюю полку, поближе к верхним тенам. И вот такой у нас хлебушек получился. Вынимаем его из формы, перекладываем на решетку и даем полностью остыть. Ну а когда полностью остынет, нарезаем и наслаждаемся великолепным хлебом. Хлеб получается пористый, очень мягкий и с великолепной, тонкой, хрустящей корочкой. А еще мне нравится этот хлеб тем, что я выпекая его в этой форме, он великолепно подходит для бутербродов с мясным хлебом, который я выпекаю в другой силиконовой форме. Если пропустили рецепт мясного хлеба, посмотрите, ссылочка будет в описании. Друзья, помните, как в детстве нас мамы отправляли за хлебом? И ты идешь с этой булочкой теплого хлеба, отрываешь от горбушки кусочки и ешь. Хлеб такой вкусный. Вот если хотите вспомнить детство, то обязательно испеките этот хлеб. Порадуйте себя, своих детей. Хлеб изумительный. Будете готовить его постоянно.
Ну а я с вами сейчас прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ну а пока. Пока. Бормикс.